Всем привет! В этом видео я расскажу, как я вязала такую расклешенную юбку ажурным узором. Узор представляет собой такие галочки и по нижней части ромб. Юбка длинная. По размерам сейчас скажу. Длина ее 72 сантиметра, 69 от резинки и 3 сантиметра пояс. В пояс у меня вставлена вот такая резинка широкая. Ширина юбки по нижней части, сейчас в кадр не помещается, 75 сантиметров. В самом начале, вот так я растягивала, сразу не замеряла, примерно 46 сантиметров. Это я говорю размеры половины юбки. На юбку у меня ушло 340 граммов пряжи. Она довольно легкая, но очень теплая получилась. Вязала я из пряжи Alize Super Wash. Здесь 75% шерсть и 25% полиамид. Цвет у меня 152, в 100 граммах 420 метров. Спицы использовала 2,5 миллиметра. Юбку вязала по кругу сверху вниз, начиная с пояса. Я вязала этот узор, придумывая на ходу, но для вас я нарисовала в специальной программе в компьютере схемы, и ссылки на эти схемы все я оставлю. Схема жгута, самих этих галочек и схема ромба. Схемы очень простые, пояснения по ним в ходе рассказа я дам. Моя юбка связана на 50 размер. Состоит она из 10 клиньев. Для того, чтобы вам рассчитать свой размер, нужно связать образец лицевой глади и измерить свою ширину, начиная в самой узкой части. И уже отсюда потом пойдут расширения. 10 клиньев у меня на юбке, поэтому нужно связать образец, рассчитать по плотности вязания, сколько вам нужно для начала вязания. Это количество петель разделить на 10, а дальше уже вязать по схеме. В моем случае я набрала для начала вязания 230 петель. Обычным набором набрала на спицы 230 петель и начала вязать пояс лицевой гладью. Как я вяжу такой пояс, у меня уже есть видео на канале, и ссылку на это видео я оставлю в инфобоксе. Так, я буду показывать так, как я вязала снизу, вернее, сверху вниз. Значит, набрала на спице 230 петель, как я сказала, и провязала 16 рядов лицевой гладью. Затем по наборному краю на другую спицу я набрала также 230 петель, сложила пояс пополам и провязывала, захватывая то с одной спицы, то со второй, по 2 петли вместе лицевой. Таким образом у меня пояс соединился. Затем я оставила здесь, вот у меня есть маркер, где у меня начало вязания, оставила здесь небольшое расстояние, вставила резинку и затем уже закрепила. Но здесь немного нужно оставить место, чтобы в случае необходимости резинку можно было поменять. После этого у меня снова на спицах было 230 петель, я их разделила на 10, и у меня получилось каждый клин по 23 петли. Из них жгут 6 петель и по 17 петель сами вот эти вот полосы, которые расширяются. В жгутах изменения на протяжении всего вязания нет. То есть жгуты вяжутся также на 6 петлях, а прибавки идут в клиньях лицевой глади, где идет ажурный узор. Как я делала прибавки, я сейчас тоже подробно расскажу. Итак, получился у меня клин 23 петли в самом начале. Эти 6 я уже дальше считать не буду, так как они не меняются. В клине
в лицевой глади 17 петель. И в первом же ряду, сразу в первом ряду узора, я уже прибавила 2 петли. Все прибавки я делала путем накидов. Я сейчас возьму схему и по схеме более подробно объясню, как эти делать прибавки. Итак, вот схема. Прибавки я начала делать и в последующем также делала, отступив 2 петли в начале клина и 2 петли в конце клина. То есть 2 лицевые, вот я начинаю вязать, жгут провязала, и начинается клин и дорожка из лицевых петель. 2 петли пропускаю лицевые, делаю накид. Затем провязываю петли лицевыми, и в конце, когда остается 2 петли, также делаю накид. Таким образом, в первом ряду у меня клин уже лицевой глади был не 17, а 19 петель. И дальше я вязала, закрывая эту галочку, я ее так назову, если так смотреть, то это галочка получается, смещая накиды к центру. И в конце, когда у меня они уже сместились, и в последнем ряду я провязываю накид 3 вместе, накид, и всегда в этом же ряду я начинаю следующий этот элемент. И его провязываю точно так же, отступив 2 петли в начале этого клина и не довязывая 2 петли в конце клина. Таким образом прибавляются петли в клине. С какой интенсивностью я прибавляла? Значит, вот в первой этой галочке я сделала прибавку, во второй я не делала прибавку. То есть я также отступила 2 петли, провязала накид 2 вместе. Дальше продолжаю, заканчиваю эту галочку, и в этом же ряду, отступив 2 петли, 2 вместе, накид. Дальше я вяжу эту вторую галочку. А в тех рядах, в которых я делала прибавки, я также начинаю в том же ряду, где у меня накид 3 вместе накид, то есть закончилась очередная галочка, в этом же ряду я провязываю прибавки так же, как делала в первом ряду, то есть отступив 2 петли от края и не довязывая 2 петли в конце. Накид при этом не провязываю по 2 вместе, и за счет этого клин увеличивается на 2 петли. То есть, я думаю, понятно. Там, где в тех галочках, в которых не делаем прибавки, провязываем в первом ряду по 2 вместе возле накидов, а в тех галочках, в которых мы не делаем прибавки, накиды делаем, а по 2 вместе не провязываем. За счет этого увеличивается клин. Итак, в каких именно галочках я делала прибавки? Я сейчас расскажу об этом. Итак, я сделала прибавки в первой галочке и во второй галочке, а затем уже через одну делала. То есть в третьей нет прибавок, в четвертой есть, в пятой нет, в шестой есть. Всего у меня провязано 11 галочек. И так я сделала во второй, в четвертой галочке прибавки, в шестой, в восьмой и в 10. Всего у меня провязано этих галочек 11. После того, как закончилась вторая галочка, я перешла на вязание ромба. Схему ромба я также нарисовала. Вот так выглядит схема. Ссылку я оставлю на нее. И провязала один раз эти 54 ряда. Вот закончилась последняя галочка, и я уже начинаю не с краев, а именно от центра, прибавляя также петли. В первом ряду здесь также есть прибавки, будут прибавки. И провязываем 54 ряда. После того, как я провязала 54 ряда, я закрыла петли все просто путем протяжки. Схему жгута я тоже нарисовала. Жгут вяжется на 6 петлях. Это 1 изнаночная, 4 лицевых,
1 изнаночная и перекрещивание жгута в каждом 4-м ряду. Вот так выглядит схема. Перекрещивала я все жгуты с наклоном влево. В последнем ряду, после последней галочки, у меня получилось 29 уже петель была. Начинала с 17, уже здесь было 29 петель лицевой глади. И на этом этапе у меня получилось 194 ряда было провязано. И 54 ромб. Итого получилось 248 рядов. Если хотите покороче, то, соответственно, раньше начинаете вязать ромб. Или можно вообще без ромба, просто галочки вязать. Это уже кому как понравится. В конце у меня на спицах получилось общее количество. Так, 370 петель на спицах было. Юбка вяжется по кругу, без швов, поэтому, когда закрыли петли, юбка на этом была готова. По схеме, во всех схемах указаны лицевые, нечетные, в данном случае все ряды лицевые, нечетные ряды, то есть изменения идут в нечетных рядах, а четные ряды все провязываются по узору. Тогда еще по поясу я не сказала. Когда я соединила пояс, сложив пополам, провязывая с 2 спиц в одну, 1 ряд я провязала по кругу все петли изнаночной, чтобы отделить зрительно пояс от основного полотна. Просто изнаночными петлями 1 ряд. Соединяла я лицевыми петлями, затем ряд изнаночными петлями и затем сразу же приступила к вязанию узора. Если вам понравилась такая юбка, свяжите тоже себе и присылайте фото своих работ. На этом у меня все. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, расскажу. Я оставлю ссылки на схемы ВКонтакте. Если у кого-то нет возможности их увидеть ВКонтакте, пишите мне на электронную почту. Под каждым видео есть ссылка на мою электронную почту, и я отправлю вам схемы на ваш электронный адрес или куда вам будет удобнее. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.